Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня опять работаю со старыми джинсами обрезанными. Решила все-таки использовать ту часть, которая со швом, не разрезать, чтобы потом не сшивать. Я надеюсь, что вот это утолщение, которое создает шов, мне сильно не помешает. Я сегодня планирую вышивать на машинке, на швейной, на обычной. Опять я экспериментирую. Вышивать буду вот такими нитками. Это вязальные нитки, 100% акрил. Но я в прошлое видео уже делала с ними. Они мне так понравились. Они такие яркие, разноцветные, что я решила еще с ними поработать. Тем более, что их примерно дофига. Ну, как обычно, я показывала уже этот способ. Наматываю на шпульку эти нитки. Рукой немножечко регулирую равномерность намотки. После этого вставляю свою шпульку в шпульный колпачок. Обрезаю, естественно, хвостики ненужные. И вставляю в шпульный колпачок. Шпульный колпачок у меня, я уже показывала, в нем вот этот вот винтик, который регулирует натяжение нижней нити, он уже откручен так, чтобы туда влезла толстая нитка. У меня два шпульных колпачка, один для обычного шитья, а второй вот для таких вот экспериментов. И вот в этом втором у меня уже ослаблен этот винтик, чтобы я уже могла каждый раз просто брать его, когда мне нужно, и пользоваться. Так же, как и с обычным шпульным колпачком мы поступаем, как и с обычной ниткой. Я убираю вот этот рычажок справа, таким образом опускаю вот эти зубчики вниз, нижний транспортер. Я буду шить лапкой для свободно ходовой стежки. Я уже не один раз показывала ее, но для тех, кто новенький, я ее покажу, как устанавливать. Убираем нашу лапку и лапкодержатель. Потом вставляем лапку так, чтобы вот эта вот железочка была сверху винтика, которым иголка прикручивается. И закручиваем поплотнее, так, чтобы она нормально держалась. Я сегодня планирую шить зигзагом, свободно ходовым зигзагом. Поэтому я переставляю на зигзаг. Натяжение верхней нити у меня 5, потому что у меня джинсовая ткань. Я решила, что нормально будет так. Ну а там посмотрим. И я еще не сказала, что я поставила ширину зигзага на максимальную 5 миллиметров. Можно, конечно, пробовать экспериментировать с разной шириной, но я так подумала, что мне нужно будет максимальная. И все, я пошла, ткань я двигаю руками, как вы видите, ну а машинка строчит уже так, как она строчит, зигзагом. Кстати, по шву очень легко проходится, так что молодец я, что оставила этот шов, не стала ничего с ним делать, рискнула и не прогадала. Он практически, благодаря тому, что, видимо, зигзаг, машинка его не замечает. Хотя я первые разы, когда шов проходила, я прям старалась замедляться, потому что боялась, что вдруг от перепадения толщины иголка сломается или погнется. Но нет, нормально, все хорошо, он прям проходит как по маслу. Ну и сами понимаете, что я строчу по изнанке для того, чтобы вот эти цветные нитки вязальные оказались с лицевой стороны. Кстати, очень часто мне люди задают вопросы, как такая толстая нитка проходит в иголку. Дело в том, что машинка швейная так устроена, что вот эта нижняя нитка, она через иголку не проходит. Проходит только верхняя нитка. И поэтому такой вот фокус-покус возможен получается. Я, кстати, впервые зигзагом свободно-ходовым пробую шить, поэтому для меня это тоже новое дело какое-то. После того, как все прострочила, снимаю свою заготовку со швейной машинки. И давайте посмотрим, что в результате получилось. Мне надо... Смотрите, какая уже красота. Прям такая классная штука получается. Нитки вот эти, с которых я начинала сверху, я продергиваю с помощью иголки на изнанку. Мне, кстати, не одну шпульку пришлось намотать, просто я не стала это показывать. Вот, видите, у меня там видно узелки, там, где я завязывала предыдущие, где нитка кончалась. И все, завязываю узелочки, обрезаю и хочу дальше. Я теперь взяла зеленые нитки, вот эти яркие. Так как у меня все яркое, тут я решила, что вот такие яркие. Это уже не акриловые, мне кажется, здесь с добавлением шерсти. Они как-то немножечко мохнатятся. Для вышивки они мне не подошли.
Верхнюю нитку ставлю вот такую, вот такого же цвета зеленого. И мне надо наметить мой дальше будущий рисунок, чтобы мне уже по нему потом вышивать нитками. Ну, я обычные какие-то листочки, завиточки рисую. Буду от этих рисунков отталкиваться, а там как пойдет. Импровизацию же тоже никто не отменял. Начала зигзагом, вот листочки сделала, и решила, что мне хочется все-таки просто обычной строчкой свободно-ходовой, не зигзагом дальше вышивать. Мне кажется, что вот всякие вот мелкие детали уже все-таки лучше будет более тонкой строчкой. Зигзаг все-таки очень плотный. Он создает такую, ну, мне хочется больше воздушности какой-то. И вы знаете, когда я перешла вот на обычную свободно-ходовую стежку, как так называемую, я, несколько раз, раз 5, наверное, я распорола то, что получалось, потому что получалась какая-то фигня. Что-то у меня петляло там эта нитка. Так что я просто голову сломала, что случилось. В результате спустя час мыканья, постоянно я настрочу, распорю, настрочу, распорю. И в результате я поняла, что у меня разболтался вот этот винтик на шпульном колпачке очень сильно. И натяжение нижней нитки изменилось. Как только я закрутила его, у меня сразу все наладилось. Так что надо все-таки время от времени проверять натяжение нитей. А я после того, как закончила свою заготовку, нарезала вот таких вот полосочек по 6 сантиметров, у меня они небольшие, и сшила их в единое полотно. С обратной стороны я обработала клеевой тканью флизелином, чтобы все эти заготовки были стабильными. И буду делать наволочку из моих вот этих заготовок. Здесь я тоже джинсовую часть заклеила флизелином. Вы только посмотрите, какая получилась красотища. Я вообще, я ожидала, конечно, и подбирала цвета такие же яркие, вот этих вот полосочек, но все равно все вместе выглядит просто обалденно. Мне очень нравится. Яркие такие насыщенные цвета на обыкновенных джинсах старых, девчонки. Это вообще что-то с чем-то. Мне напоминает вот всякие этнические мексиканские узоры. У них такие вот яркие прямо цвета. И мне кажется, что это очень похоже. Если поплотнее сделать вышивку, то вообще будет очень похоже. Но какая же неземная красота получилась. Вы ожидали такого? И если не знать, кажется, что здесь столько труда, а ведь так быстро я все сделала. Это просто зигзагом строчка, свободно ходовая. Обязательно имейте в виду такой способ. Смотрите, какая здоровская вещь получается. Это ведь можно и сумку сделать, и одежду так украсить, куртку джинсовую, например. Просто красотища. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.